дорогие друзья, на моем канале. Сегодня ко мне пришел вот такой пакетик, в котором должен находиться так называемый ветряной монстр, еще песочный монстр его называют, голландского кинетического скульптора Тео Янсена. Это уменьшенная копия. В реале он, конечно, делает такие монстры размером чуть ли не с автобус. Они сами ходят под воздействием ветра и так далее. То есть, в принципе, если кому интересно, можете просто даже на ютубе вбить монстр, например, Тео Янсен, и увидите, какие произведения искусства подвижные он делает, и как они ходят, как это все выглядит. Ну, зрелище, конечно, неописуемое. Решил заказать себе такого же монстра, но, естественно, в масштабе. Покупал я его на Алиэкспресс, ссылочка на него будет под видео в описании. При покупке не забывайте, что абсолютно все товары на сайте Алиэкспресс можно купить дешевле, чем указано у продавца. Об этом также будет ссылочка под видео в описании, о скидках, о заработке и тому подобное. Можете посмотреть, кому нужно заказывать. Итак, что мы здесь имеем? Здесь мы имеем вот такие вот спицы, пластиковая, одна металлическая, две металлические спицы, пакетики с запчастями. Это у нас такие шарниры, там уплотнители, наклейки и тому подобное. И также у нас в комплекте идет инструкция. Инструкция у нас идет почему-то вот на таком обгрызанном куске бумаги, выдранной что ли откуда-то, но не суть важно. Главное, что инструкция есть. Здесь нам показана последовательность, что и как делать. Так, это у нас что? Это дополнительное, наверное, что-то. Ну ладно, это я сейчас разберусь и покажу вам, как это все собирается. Так, но сначала все это дело необходимо нам распотрошить с вами. Ибо все это у нас идет вот такой вот, так скажем, печатной форме. То есть идет все это одним большим скелетом. И все наши детальки, как и в любых других наборах по моделированию, идут на каркасе. И необходимо с этого каркаса их все поснимать, разложить по кучкам. То есть один тип деталей в одну кучку, другой тип деталей в другую кучку. Сейчас все рассортирую и продолжу. Ну вот, все я разложил, каждый тип элементов друг с другом лежат в одной кучке. Вот такой вот набор мусора у меня получился, это мы убираем. Так, и перво-наперво нам необходимо будет начать вот с такого вида, с таких треугольных деталей. Это у нас ноги. Здесь есть у нас прорезь, куда мы должны будем установить с вами вот такие вот, так скажем, башмаки. То есть это формируем саму ногу, кому как удобно. Вот таким вот образом вставляем туда вот этот резиновый уплотнитель, и именно на них он у нас и будет ходить. То есть это у нас, так скажем, ступня. Все уплотнители я установил. Еще один у меня остался запасной. Это хорошо, лучше пускай останется лишний, чем не хватает. Так, собираем дальше. Далее нам необходимо взять вот такой вот треугольник. Нам нужно будет сейчас собрать ногу целиком. Так, берем такой треугольник, одеваем вот такую перемычку. Рядышком одеваем вот такую и берем саму ногу. Так, все это дело у нас устанавливается вот таким вот образом. Здесь соединили. Установить-то лучше наоборот. Взять вот так. И потом уже здесь соединять. То есть необходимо собрать вот такую вот трапецию подвижную. Это у нас как бы одна нога. Их будет у нас 12 штук. И вот сейчас необходимо таким же образом собрать все остальные 12. Итак, ноги мы с вами собрали. Получилось у нас 12 ног, то есть 6 пар. Теперь необходимо собрать нам первую секцию. Монстр состоит из двух секций. Начнем, естественно, с первой. Берем вот такую рамку. Берем один из коленвалов. Коленвалов у нас 2. На этот коленвал одеваем рамку до щелчка. Все щелкнуло. Берем одну ногу. Вот таким вот образом ее устанавливаем на рамку. Берем вторую ногу и устанавливаем ее с противоположной стороны. Вот мы их подвесили. Далее берем следующую рамку. Так, таким образом. И устанавливаем ее аналогично первой. То есть сначала нам нужно установить ее, зафиксировать на ноги, и потом надеть на сам коленвал. Так, установили, зажимаем, все зажимается замечательно.
Так, первая пара ног у нас уже установлена. Вот уже какой-то зародыш получается. Так, берем снова ногу и аналогичным способом устанавливаем ее. Берем еще одну ногу. С противоположной стороны точно так же устанавливаем. Берем следующую рамку. И все таким же методом, все таким же образом ее устанавливаем. Немножко это все неудобно, но вполне выполнимо. Защелкиваем на коленвале, зажимаем. Вот у нас уже две пары ног висят. Устанавливаем последнюю пару ног, навешиваем. Берем последнюю, четвертую рамку для первой секции. Так, ее уже будет полегче ставить. Защелкиваем на коленчатом валу, зажимаем. Так, вот уже что-то у нас прорисовывается. То есть 3 пары ног, 4 рамки и 1 коленвал мы установили. Далее нам необходимо взять вот такие вот прямые штанги. Берем штангу и вешаем вот на верхние, так назовем это, суставы ног. То есть еще нижние, но сейчас вот именно на верхние, на выпирающие. То есть накидываем эту штангу, зацепление ее восстанавливаем и фиксируем на коленвал до щелчка. Зафиксировали. Берем вторую. Проворачиваем коленвал, чтобы можно было дотянуться. Таким же образом фиксируем. Третью. Также проворачиваем коленвал. Фиксируем. И с другой стороны аналогичным способом все проделываем точно так же. Так, верхние штанги мы установили. Теперь нам нужны нижние. Нижние у нас вот такие вот полугнутые какие-то, гнутые полукруглые. Их устанавливаем уже вот сюда на нижний, так скажем, сустав. Оп, все у нас разваливается. Но это у нас все поправимо. Он разваливается у нас, потому что мы еще не все установили. Вот в частности вот эти нижние штанги. И зафиксируют его суставы таким образом, что они уже больше выскакивать не будут. Так, устанавливаем штангу и аналогичным способом фиксируем ее на коленвале. То есть одна нога у нас уже полностью в сборе. Идем к следующей ноге. Таким же образом накидываем штангу. Немножко неудобно это все. Накидываем и, провернув коленвал до удобного положения, все так же защелкиваем здесь. Так, и осталась у нас последняя, шестая нога. В этой секции накинули штангу, провернули коленвал и зафиксировали. То есть все ноги мы зафиксировали. Так, да. В принципе, наш монстр уже пытается даже ходить. То есть вот так вот это примерно выглядит. Немножко это ужасно и отвратительно с одной стороны, а с другой стороны прикольно. Так, ну вот точно такую же секцию нам необходимо собрать из оставшихся частей. Обе секции мы собрали с вами. Вот такие вот два мини-монстра получились. И теперь эти два мини-монстра необходимо объединить в один. Для этого у нас в комплекте есть резиночка. Нам ее необходимо пополам вот так вот скрутить колечком. Надеваем на одну из секций. Так, и стыкуем обе секции. Стыкуем так, чтобы коленвалы у нас там внутри совпали и зафиксировались. Все дело это зажимаем. Беглец. Так, и нашу резинку, каждую часть на одну из сторон натягиваем. Она будет у нас удерживать все две секции. Вот такая вот большая махина получилась у нас, но это еще не все. Так, далее нам необходимо разобраться с нашими шестеренками, вот с этими, так называемый редуктор будем собирать. Так, ну а пока еще необходимо нам, забыл совсем, ставить вот эти вот две
спицы. Так, вставляем одну. Вставляем другую. Все это дело у нас закрывается вот такими заглушками. Так, делаем с одной стороны, с другой и на противоположной стороне. Так, собираем. Так, здесь мы все собрали. Берем маленькую шестеренку, устанавливаем ее на коленчатый вал, прижимаем поплотнее. Так, все у нас зафиксировалось. Затем необходимо установить нам вот по шестеренку побольше. Берем вал, устанавливаем, вешаем нашу шестерню побольше и устанавливаем непосредственно корпус. Так, устанавливаем, зажимаем и проворачиваем вал до щелчка. То есть он у нас фиксируется и уже не будет проворачиваться. Так, шестеренки у нас установлены. Дальше необходимо нам установить вот эту саму мельницу. Приклеиваем. Вот такой вот замечательный пропеллер у нас с вами, друзья, получился. Все у нас замечательно вышло. Большой, красивый, такой размашистый. Совсем я забыл про вот эти вот две заглушки, которые необходимо установить с каждого торца. С одного и с второго. Так, и что мы делаем с вами дальше? Дальше мы берем вот эту спицу, одеваем на нее вот такую трубку и устанавливаем все это дело на штатное место. То есть вот сюда вот. Так, поглубже ее посадим. Ну вот, в принципе, наш монстр и готов к путешествию. Так, попробую сейчас я немножко на него подуть, как у меня это получится. Вот, друзья, как видите, оно живое, оно ходит. То есть на улице, естественно, если будет большой ветер сильный, будет крутить его сильнее, он будет более быстро бегать. Но, в принципе, можно сейчас попробовать взять фен и феном на него подуть. Вы, наверное, спросите, а где же пластиковая спица, которая была еще в комплекте? Вот она. И нужна она нам для того, что если, например, у вас нет ветра, или вы не хотите этим заморачиваться, вы можете, так скажем, с задней части этого монстра установить ему вот этот переходничок такой. То есть как это все у нас выглядит. Вот такой вот колпачок поставляется, пластиковая спица и соединяется вот вторым таким вот кусочком трубочки, которая у нас одета на вентилятор. Еще одна такая у нас есть. Все это у нас дело вот так соединяется. Получается такое вот мягкое соединение. Устанавливаем в одно место это все монстру. И можем просто рукой крутить. И он у нас будет бегать. То есть, в принципе, даже и побыстрее, чем от ветра. Ну, естественно, чем быстрее крутите, тем быстрее он бегает. Ну, это, например, в домашних условиях побаловаться, если у вас там уже легкие устали, или фен сгорел, вот, или там ветер на улице кончился. Вот таким макаром можно поиграться и побаловаться. Так что, друзья, вот такой вот замечательный монстр. Реально красивый, реально прикольная такая непонятная, но
завораживающая конструкция, которая сама еще при этом ходит. Очень приятно его собирать, то есть приятное времяпрепровождение. И такой будет не стыдно кому-то подарить, например, как родственникам, друзьям, подарок, сделанный собственными руками, собранный. И мало кто такой видел, мало кто с таким встречался. Я как-то раз видел по телевизору, но реально был удивлен, как эта конструкция сама ходит. И вот теперь у меня тоже есть вот такой вот замечательный монстр, так скажем, ручной, да, который я могу приручить. Вот, так что данный конструктор я вам советую, вам, вашим детям реально приятно поиграться с ним. Пластик очень хороший, не какой-то необычный, а что-то вот между пластиком и керамикой, да, ну то есть вы слышите, что он звонкий, реально такой он прочный пластик, не как зачастую бывает китайский материал поставляется, пластик там вообще непонятно, что это такое. Здесь же все на высшем уровне, то есть ничто не заедает, все замечательно работает, я даже немножечко не ожидал и приятно этим удивлен. Напомню, что ссылочка на данного монстра будет под видео в описании. Также напомню, что не забывайте, что ценники там на AliExpress не окончательные, можно покупать дешевле. Об этом также будет под видео в описании, посмотрите ссылочки. Ну а на этом у меня в принципе все. Кому видео понравилось или было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте, делитесь этим видосом со своими друзьями. Пока!